самом начале 21 века американская компания Boeing совершила без малого революцию в гражданском авиастроении. Появление абсолютно нового пассажирского самолета 787 с очень звучным названием Dreamliner вывело индустрию на новый качественный этап развития. Главной особенностью этой модели стало широкое применение углеродных композитных материалов, никогда ранее не использовавшихся в таком объеме для создания пассажирского лайнера. Заявленные характеристики Boeing 787 по части экономии топлива и совершенно нового уровня комфорта для пассажиров предопределили рекордное количество заказов на самолет еще задолго до его первого испытательного полета. Чтобы обеспечить Dreamliner'ом всех желающих, Боингу даже пришлось организовать новую сборочную площадку. А для дополнительного ускорения процесса производства был создан грузовой самолет, способный перевозить целые секции фюзеляжа и консоли крыла. Разработка и создание во многом инновационного лайнера оказалось очень непростым и затратным делом. В коммерческой эксплуатации 787-я модель появилась с задержкой в несколько лет, а компания Boeing понесла фантастические убытки. Но несмотря на все сложности, возникшие на стартовом этапе, производство этих самолетов продолжается и в наше время. Совсем недавно в небо поднялся 1000-й борт. И это всего за 8 лет полномасштабной серийной сборки. Boeing 787 Dreamliner. История и факты композитной революции в гражданском авиастроении на канале Авиасмотр. Как сегодня решаются вопросы качества, скорости и точности создания изделий в авиакосмической отрасли? Об этом пойдет речь на ежегодной конференции Siemens. В этом году она пройдет онлайн с 8 по 16 декабря. Каждый день будет посвящен отдельной индустрии – авиа- и вертолетостроению, космической и двигателестроительным отраслям. В первый день конференции состоится сессия для руководителей о вызовах и трендах индустрии, а также о современных цифровых подходах. Эксперты Siemens расскажут о способах решения конкретных задач, познакомят с примерами и результатами использования систем инженерного анализа и средств проведения натурных испытаний. 5 дней, 5 различных направлений. Выбирайте интересующие вас темы и присоединяйтесь. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке в описании. Первый испытательный полет — это один из самых важных эпизодов в истории любого самолета. Для проекта 787 он был важен как с практической стороны, нужно было убедиться, что все получилось, так и с психологической, ведь в декабре 2009-го дримлайнеры уже 1,5 года как должны были работать на регулярных рейсах. Первый полет, продолжавшийся чуть больше 3 часов, вселил определенную надежду на то, что авиакомпании, некоторые из которых уже в открытую выражали свое недовольство, совсем скоро начнут получать заказанные самолеты. Но и здесь выдержать сроки Боингу не удалось. Из-за многочисленных проблем летные испытания продлились более чем в 2 раза дольше намеченного времени. На коммерческих линиях Dreamliner появился только в октябре 2011 года, когда начались поставки самолетов первому получателю – японской авиакомпании All Nippon Airways. Она стала важнейшим участником программы, сделав стартовый заказ сразу на 500 бортов еще в 2004 году. В Японии не только покупали Dreamliner в больших количествах, но и принимали активное участие в его проектировании и производстве. Широчайшая мировая кооперация была важнейшей особенностью амбициозного проекта 787. Вторая половина 90-х и начало 2000-х годов – один из самых удачных периодов для гражданского авиастроительного сектора компании Boeing. Узкофюзеляжный лайнер 737, делавший основную кассу предприятию, был представлен в новом поколении Next Generation и собрал большое количество заказов. У огромного широкофюзеляжного Boeing 777 появилась более вместительная модификация 300ER и грузовой вариант. По количеству выпущенных бортов они почти вдвое обгонят базовые модификации 3 семерок. В самом начале нулевых годов обсуждалась еще пара перспективных проектов. Модернизация легендарного Boeing 747 и создание абсолютно нового лайнера, способного летать на околозвуковых скоростях. Последний получил название Sonic Cruiser, и его макет был публично представлен в марте 2001 года. По замыслу конструкторов, крейсерская скорость такого самолета должна была быть примерно на 15% больше, чем у классических магистральных лайнеров. Но этот проект широкого интереса у авиакомпаний не вызвал. Во многом потому, что был очень рискованный с технической точки зрения и вызывал большой скепсис по реальному достижению заявленных летных данных. К обновлению «Королевы небес» компания Boeing позднее все же вернулась и создала модификацию 747 Intercontinental, чтобы составить конкуренцию новому европейскому двухпалубному гиганту Airbus A380.
Проект Sonic Cruiser в итоге забросили. Авиакомпании без особого энтузиазма отреагировали на потенциальное увеличение крейсерской скорости полета. На фоне постоянно дорожающей нефти и снижения трафика из-за известных событий 11 сентября 2001 года вопросы экономии для авиаперевозчиков стали наиболее приоритетными. Компания Boeing решила сыграть на этом и предложила потенциальным заказчикам проект абсолютно нового авиалайнера, главными достоинствами которого должны были стать высокая топливная эффективность и повышенный комфорт для пассажиров. Рекордный объем предзаказов, полученный еще до его первого полета, сложился благодаря большой рекламной кампании и, что самое важное, оптимальному позиционированию на рынке продаж широкофюзеляжных самолетов. Наиболее важным для Боинга было показать превосходство над соперником из Европы. Новый американский лайнер выступал прямым конкурентом Airbus A330, созданному в начале 90-х годов. За счет более совершенных двигателей и широкого использования композитных материалов перспективный авиалайнер должен был иметь большую дальность полета и сниженный расход топлива. В линейке собственных самолетов главным ориентиром выбрали Boeing 767 самой массовой модификации 300ER. Утверждалось, что новый самолет, приходящий ему на замену, будет потреблять на 20% меньше керосина в расчете на одно пассажирское место. В качестве потенциальных покупателей также рассматривались операторы самых начальных модификаций трех «семерок» и даже узкофюзеляжных Боингов 757. Первых могла заинтересовать повышенная топливная эффективность при довольно близкой пассажировместимости, а вторых — значительное увеличение дальности полета. По прошествии 2 десятков лет можно уверенно говорить о том, что выбор конкурентной ниши для перспективного авиалайнера оказался абсолютно верным. Это особенно хорошо заметно на фоне того, как Airbus и Boeing в самом начале 21 века представляли себе будущее массовых пассажирских перевозок. Европейцы вложились в гигантский двухпалубный А380, полагая, что 500-600-местный авиалайнер будет иметь большой успех. Считалось, что трафик между крупными хабами будет значительно увеличиваться, и авиакомпаниям будет дешевле использовать один сверхвместительный самолет, чем два обычных широкофюзеляжных лайнера. Американцы, в свою очередь, выбрали дальнейшее развитие концепции двухдвигательного самолета. Ему было доступно намного большее количество аэропортов, а значит, авиакомпании могли намного более гибко его использовать. Время расставило все по своим местам, и сейчас мы уже знаем, чем закончилась погоня за сверхбольшой вместительностью. Airbus A380 и обновленный Boeing 747-8 в коммерческом плане потерпели неудачу, собрав намного меньше заказов, чем планировалось. Впрочем, тогда такой исход был абсолютно неочевидным. Начало эксплуатации нового пассажирского лайнера не самое легкое время для авиакомпаний. На этот период, как правило, приходится основная масса технических проблем, связанных с так называемыми детскими болезнями самолета. Но вместе с тем он может быть и самым радостным отрезком времени, особенно если в авиакомпаниях самолет ждут с нетерпением, а его действительно ждали и довольно долго. Торжественную передачу первого дримлайнера для стартового заказчика японской авиакомпании ANA провели 26 сентября 2011 года на заводе в городе Эверетт. Ровно через месяц этот борт совершил первый коммерческий рейс из Токио в Гонконг, а затем еще через несколько месяцев самолеты стали регулярно летать на дальнемагистральных маршрутах. Выходит, что со времени официального запуска программы до начала коммерческого использования прошло долгих 8 лет, а по первоначальным планам должны были уложиться в 5. Стремление максимально оптимизировать производство лайнера мечты стало самой главной проблемой проекта на его первоначальном этапе. Кстати, Boeing 787 мог получить другое название. На самом старте программы провели онлайн-голосование, в котором приняли участие около 500 000 человек. Вариант Global Cruiser, перекликавшийся с названием так и не построенного трансзвукового самолета, набрал всего на 2500 голосов меньше, чем лайнер мечты. Широкая производственная кооперация, призванная сократить расходы всех участников и уменьшить время создания самолета, стала одной из самых важных особенностей проекта 787. Компания Boeing вместе с американскими партнерами производили около 35% узлов и агрегатов Dreamliner. Остальной объем был поручен подрядчикам со всего остального мира, что было впервые для крупнейшей американской авиастроительной фирмы. Компоненты планера, узлов и агрегатов самолета изготавливались и поставлялись из Европы, Азии, Австралии и Северной Америки. Особую роль в кооперации играли японские компании. Объем их поставок был примерно равен тому, что производили предприятия на территории Соединенных Штатов. Причем это были критически важные компоненты – углеродное волокно для композитных деталей фюзеляжа, а также готовые консоли крыла и центроплан.
Местные компании, занятые в производстве Боинга 787, даже получили от правительства Японии субсидии на техническое перевооружение. Общая сумма вливаний оценивается в $2 миллиарда. Все это в совокупности объясняло и крупные контракты с японскими авиаперевозчиками. ANA и Japan Airlines в общей сложности заказали почти 150 дримлайнеров. Начиная проект 787, компания Boeing решила опробовать для себя новую организационную модель, во многом схожую с той, что используется у главного конкурента из Европы. Основной объем производства компонентов и узлов самолета был поручен бесчисленному количеству подрядчиков, а окончательная сборка велась на площадках Боинга в Северной Америке. При такой схеме работы вопросы логистики имели намного большее значение, чем прежде, поскольку предприятия, участвовавшие в кооперации, находились на разных континентах. Задача доставки усложнялась еще и тем, что некоторые компоненты планера Боинга 787 обладали внушительными размерами. Конечно, их можно было перевозить традиционным морским путем, но с учетом огромных расстояний на это уходило бы очень много времени. Проблему доставки крупногабаритных деталей решили по аналогии с европейским конкурентом. Так появился транспортный самолет Boeing 747 LCF, получивший собственное название Dreamlifter, которое подчеркивало прямое отношение к созданию дримлайнера. Воздушный грузовик получился далеко не самым красивым самолетом. Президент Боинга даже в шутку извинился перед главным конструктором 747-го Джо Саттером за то, что они сделали с его легендарным лайнером. Но вот с точки зрения исполнения своего предназначения Dreamlifter оказался по-настоящему хорош. В его грузовой кабине, обладавшей рекордным объемом 1840 кубических метров, могли разместиться несколько секций фюзеляжа или 2 консоли крыла. Большой запас топлива на борту позволял возить их из Италии и Японии в Северную Америку без промежуточных посадок, а это маршруты протяженностью до 8000 километров. Всего построили 4 транспортных самолета Dreamlifter, причем они были созданы на основе уже далеко не новых пассажирских лайнеров Boeing 747-400, ранее летавших в авиакомпаниях Китая и Малайзии. Такой подход помог существенно сократить затраты на их производство и за короткий срок пройти сертификацию, при том, что изменений в конструкции было более чем достаточно. Чего только стоит оригинальное решение с откидывающейся в сторону хвостовой частью фюзеляжа, которая значительно упростила погрузку и выгрузку крупногабаритных деталей дримлайнера. В наше время редко бывает так, что амбициозные и большие проекты обходятся без крупных неприятностей. 787 Dreamliner, к сожалению, для компании Boeing тоже не стал исключением. Производственная модель, основанная на широкой мировой кооперации, при всех ее плюсах в теории, на деле стала самой главной проблемой. Красноречивый факт. С момента праздничной выкатки опытного самолета до его первого полета прошло 28 долгих месяцев, тогда как официальные лица на церемонии заявляли всего о 2. Дату официально переносили как минимум 6 раз, и после одной из этих отсрочек своей должности лишился главный руководитель программы 787. Подготовка к первому полету постоянно откладывалась из-за проблем с поставками отдельных узлов самолета и отсутствия к ним необходимой документации. Уже на сборочной линии оказывалось, что некоторые элементы планера просто невозможно состыковать, или не было крепежа и необходимого для него инструмента. Ко всем неприятностям добавилась еще и 2-месячная забастовка рабочих Боинга осенью 2008 года. Начальный период серийного производства также не обошелся без сюрпризов, и проблемы с поставщиками никуда не делись. В какой-то момент на фабрике в Эверетте скопилось несколько десятков недоукомплектованных самолетов в ожидании недостающих компонентов. Масло в огонь подлили сообщения о том, что эти дримлайнеры довольно серьезно перетяжелены. Назывались цифры от 2,5 до 4 тонн. И этот недостаток существенно снижал заявленные данные по расходу топлива и дальности полета. С этой проблемой довольно быстро справились путем замены некоторых узлов на более легкие. Пришлось использовать больше титановых сплавов. Но около десятка бортов так и осталось с этим недостатком, и у Боинга возникли сложности с реализацией, поскольку некоторые заказчики попросту отказались их принять. Нужно отметить, что несмотря на как минимум 3-летнюю задержку в поставках, массового отказа от сделок не произошло. Отмена контрактов были единичными случаями. Чтобы компенсировать отставание в графике поставок, в октябре 2009 года Боингом было анонсировано строительство второго предприятия по сборке 787 модели. Ровно через 3 года на заводе в городе Чарльстон, штата Южная Каролина, сошел с конвейера первый дримлайнер, предназначавшийся для авиакомпании Air India. В 2013 году обе сборочные линии начали работать в полную силу и вместе выпускали в среднем по 10 самолетов в месяц.
Компания Boeing все же сумела выйти из поистине чудовищной ситуации на стартовом этапе производства, но это далось ценой тотального увеличения стоимости программы. Изначально на нее планировали потратить около 10 миллиардов долларов собственных средств. В наше время траты Боинга оцениваются как минимум в 30 миллиардов. И если в 2000-х годах считалось, что для окупаемости программы нужно будет продать около 1000 самолетов, то теперь эта цифра по самым пессимистичным прикидкам приближается к 2000. Композиционные материалы, или, говоря более простым языком, композиты – это первое, о чем упоминают, когда речь заходит о Боинге 787. На момент своего появления Dreamliner был рекордсменом по использованию композитных материалов в конструкции самолета. На них приходилось 50% массы планера. Еще 30% — это классические для авиации сплавы алюминия и стали, и примерно 15% массы составляли титановые сплавы. Возникает логичный вопрос: а чем обусловлено столь широкое применение композитных материалов при создании авиалайнера мечты? Ответ может показаться довольно нескромным, но как бы то ни было, Boeing 787 — это довольно смелая попытка выжать максимум эффективности из традиционной компоновки современного магистрального авиалайнера. Массовые воздушные перевозки — это прежде всего большой бизнес, и вопросы оптимизации собственных расходов там в абсолютном приоритете. Авиакомпании тратят на топливо до 1/3 своего бюджета, и потому всегда стремятся иметь флот из самых экономичных самолетов, которые доступны на рынке. Авиастроительные компании, в свою очередь, с относительной регулярностью выпускают новые модели воздушных судов, потребляющих меньше топлива, чем лайнеры предыдущего поколения. Но делать им это с каждым разом становится все труднее. Возможности по снижению аэродинамического сопротивления в рамках традиционного подхода практически исчерпаны, а оставшийся потенциал развития турбовентиляторных двигателей оценивается как относительно небольшой. В общем случае, чтобы создать самолет с хорошими показателями топливной эффективности, нужно уменьшить взлетную массу, повысить аэродинамическое качество и установить двигатели с низким удельным расходом топлива. Создавая Boeing 787, конструкторы сложили воедино все эти три условия. Благодаря композитным материалам удалось прилично уменьшить массу планера и создать более совершенное крыло, а самые современные двигатели с высокой степенью двухконтурности потребляли меньше топлива при аналогичной тяге, чем изделия предыдущих поколений. Чтобы оценить масштабы использования композитов, вот такое сравнение. Для изготовления конструкции Boeing 767 использовалось около 1,5 тонн композиционных материалов. В основном это различные стеклопластиковые обтекатели и рулевые поверхности. Намного более крупный Boeing 777 содержал в себе 10 тонн композитов. Из них уже было изготовлено горизонтальное и вертикальное оперение. По оценкам японской фирмы Toray, производителя углеродного волокна, в конструкции Dreamliner таких материалов около 35 тонн, и они используются абсолютно по всему планеру самолета. Это крыло и фюзеляж, хвостовое оперение и рулевые поверхности, гондолы двигателей, пассажирский салон и многое другое. Композитные материалы — это не только снижение веса и отсутствие коррозии, но и возможность создания силовых элементов конструкции с заданными прочностными свойствами. Углеродное волокно укладывают в определенных направлениях, чтобы компенсировать изгибающие и крутящие моменты. Это хорошо видно на примере процесса создания секций фюзеляжа. А еще лучше это видно на примере уже готового крыла Dreamliner. Благодаря композитным панелям оно имеет относительно малую толщину профиля и большое удлинение, а также обладает относительно высокой удельной нагрузкой. Все это ради увеличения аэродинамического качества и топливной эффективности. У крыла довольно большой положительный угол поперечного изгиба плоскости, который постепенно увеличивается к его законцовкам. И при этом оно еще и очень гибкое. В обычном полете законцовка может уходить вверх на 2-3 метра по сравнению с ее положением во время стоянки на земле. Прочность крыла подтвердили статические испытания, в ходе которых оно в течение 3 секунд выдержало 150% от максимальной запланированной нагрузки. Законцовки крыла поднялись вверх на 7,5 метров. Увеличение аэродинамического качества — это лишь часть борьбы за снижение расхода топлива. Силовая установка самолета в этом вопросе все же имеет решающее значение. На Boeing 787 установлены 2 турбовентиляторных двигателя со взлетной тягой около 32 тонн каждый. Заказчики самолета могли самостоятельно выбрать состав силовой установки от 2 поставщиков из Великобритании и Соединенных Штатов. Компания Rolls-Royce предлагала двигатель Trent 1000, самый совершенный на то время из линейки Trent, берущий свое начало от знаменитого трехвального RB211. Корпорация General Electric представила двигатель GE-NX-1B, который был дальнейшим развитием легендарного GE-90, самого мощного авиадвигателя в истории на тот момент.
Оба варианта силовой установки при некоторых различиях в техническом исполнении имели схожие эксплуатационные характеристики. По сравнению с двигателями предыдущего поколения, их топливная эффективность была выше примерно на 15%. Хороших результатов удалось достигнуть и в деле снижения шума. Произошло это благодаря очень высокой степени двухконтурности и специальным шевронам пилообразной задней кромки гондолы. Они сделаны для того, чтобы воздушный поток, выходящий из внешнего контура двигателя, мог плавнее и быстрее смешиваться с окружающим воздухом, образуя при этом меньше акустических колебаний. Статус Dreamliner как инновационного самолета подтверждает еще одно техническое решение. На самолете отказались от отбора сжатого воздуха от двигателей. По оценкам специалистов Боинга, это привело к снижению расхода топлива еще на 1-2%. Вообще, Dreamliner можно смело назвать электрическим самолетом. Его оба двигателя вырабатывают 1 мегаватт электроэнергии, еще почти полмегаватта генерирует вспомогательная силовая установка. 2013. Особый год для всей программы Dreamliner. Авиакомпании, получившие эти самолеты в числе первых, уже смогли проверить их в деле, а на горизонте появилось долгожданное продолжение запланированной истории. 17 сентября на аэродроме Пейнфилд в городе Эверетт состоялся первый испытательный полет Боинга 787 модификации 9. Для обывателя это событие могло выглядеть как запуск более вместительной версии самолета. Но на самом деле новая модификация — это большая работа над ошибками. Концентрация всего положительного и негативного опыта, полученного при рождении Dreamliner, чтобы воплотить идею в полной мере. Для достижения желаемого результата инженерам пришлось внести довольно серьезные изменения в конструкцию планера самолета и его системы. Немного фактов и цифр. Boeing 787-9 при стандартной двухклассной компоновке вмещал на 20% больше пассажиров, чем базовая модель. А если быть точнее, то 290 против 242. Но при этом имел часовой расход топлива, увеличенный всего на 10%. Примерно настолько же выросла и максимальная взлетная масса. Относительно базовой версии удалось отыграть и в максимальной дальности полета. Она увеличилась на 1500 километров и составила 14 140 километров. Ситуация нетипичная. Обычно более короткие версии лайнеров летают прилично дальше. Благодаря совокупности летно-технических данных, модель 787-9 со временем стала бестселлером в линейке самолетов Dreamliner. По количеству заказов она в 2 раза обошла базовую модель. На начало 2020 года в портфеле было почти 900 таких самолетов, и больше половины из них уже было поставлено заказчиком. Занимательный факт испытательных полетов. На киле опытных самолетов Боинга и других авиапроизводителей можно разглядеть конус, висящий на тросе. При помощи него замеряют статическое давление воздуха, дублируя показания бортовых датчиков, расположенных в носовой части. Причем для более точных замеров этот конус могут отдалять от самолета путем разматывания троса. Модификация 787-9 вышла на коммерческие линии во второй половине 2014 года. К этому моменту некоторые авиакомпании накопили большой опыт эксплуатации базовой модели Dreamliner и уже могли поделиться своим опытом. У 2 десятков перевозчиков в сумме было почти 200 таких самолетов. Представители большинства авиакомпаний заявляли о том, что Boeing 787 в целом оправдал их ожидания, и они им довольны даже несмотря на так называемый период детских болезней. Средний коэффициент готовности к вылету по всем эксплуатантам тогда составлял около 98,3%, хотя были и такие перевозчики, у кого он был уже 99,5%. Сравнительно неплохой результат с учетом того, что за 3-летний период на самолетах случалось множество различных неприятностей, включая даже приземление всего парка самолетов на целых 4 месяца из-за нескольких случаев возгорания литий-ионных аккумуляторов. Чтобы решить эту проблему, пришлось вносить изменения в их конструкцию и сооружать дополнительную защиту на случай возникновения дыма и высоких температур. Основной рекламный лозунг Dreamliner — снижение расхода топлива на 20% по сравнению с Boeing 767-300. Авиационную общественность более всего интересовал вопрос, удалось или нет. Совпадение, но средний расход топлива у Boeing 767-300 и у Boeing 787-8 примерно одинаковый — около 4,9 тонн в час. Но при этом у Dreamliner выше крейсерская скорость, и он может перевозить больше пассажиров и полезного груза. Японские авиакомпании ANA и JAL одними из первых подтвердили, что Boeing 787 потребляет на 15% меньше топлива, чем 767-300 в расчете на одно пассажирское место.
а на дальних межконтинентальных маршрутах уже и на 20%. Остальные перевозчики показали похожие цифры. Конкретные значения зависели от бизнес-модели каждой конкретной компании. У всех были разные компоновки салонов и располагаемые маршруты. Не стало сюрпризом и превосходство Dreamliner над прямым конкурентом A330-200. Часовой расход топлива у европейского конкурента был более чем на полтонны больше. Топливную эффективность 787 модели оценили авиакомпании, а повышенный комфорт салона в полной мере ощутили их пассажиры. Количество положительной прессы практически сразу после появления самолетов на линиях подтвердило правильность заложенных решений. Пожалуй, самое заметное улучшение, которое чаще всего отмечали путешественники, это хорошее самочувствие даже после длительных перелетов. Благодаря прочному и жесткому композитному фюзеляжу в пассажирской кабине поддерживалось более высокое давление, чем на самолетах предыдущих поколений. Система кондиционирования, воздух для которой больше не отбирался от двигателей, обеспечивала салон существенно более влажным воздухом. Композитная обшивка в сочетании со звукоизоляцией и новыми двигателями довольно серьезно уменьшили шумовое воздействие. За визуальную составляющую комфорта в салоне отвечали диодная адаптивная подсветка пространства, система мультимедиа в каждом кресле и рекордно большие окна, появившиеся благодаря все тому же прочному фюзеляжу из углеволокна. Вместо привычных выдвижных створок иллюминаторов было использовано специальное стекло с электронной многоступенчатой регулировкой светопропускания. В кабине пилотов тоже все по последнему слову техники. Здесь самая современная авионика, большие жидкокристаллические экраны и даже head-up-дисплеи для отображения самой необходимой информации о полете на лобовом стекле. Эта технология пришла из военной авиации. Задолго до появления модификации 787-9 у компании Boeing была идея создания максимально вместительной версии Dreamliner. После того, как были достигнуты твердые договоренности с заказчиками о приобретении не менее 100 таких самолетов, этой разработке дали зеленый свет. 31 марта 2017 года состоялся первый полет прототипа Boeing 787-10. За счет удлиненного на 5,5 метров фюзеляжа его вместимость увеличилась до 330 пассажиров для стандартной двухклассной компоновки. Модификация имела около 95% общности с конструкцией базовой для нее моделью 787-9, и потому при ее создании не возникло особых сложностей. Максимальный взлетный вес остался прежним, но из-за удлиненного фюзеляжа пришлось немного форсировать двигатели, что привело к небольшому увеличению расхода топлива. Boeing 787-10 фактически стал ответом новому европейскому композитному лайнеру Airbus A350-900. Но при схожей вместимости и часовому расходу топлива американский самолет существенно уступал в максимальной дальности полета, а потому позиционировался как самый эффективный вариант для 7-9 часовых полетов при полной загрузке. С учетом высочайшей конкуренции и более позднего появления чуть больше 200 самолетов в портфеле заказов можно признать неплохим результатом. Из-за особенностей доставки увеличенной средней части фюзеляжа производство модели 787-10 было налажено только на второй производственной линии в городе Чарльстон. Впрочем, с 2021 года эта площадка станет единственной, где будут выпускаться Dreamliner. События 2020 года заставили Boeing свернуть производство этих самолетов в Эверетте. Boeing 787 без всякого преувеличения можно назвать большим явлением в истории гражданской авиации. Именно с него началась композитная революция, и без широкого использования таких материалов уже невозможно представить себе создание новых, более эффективных самолетов. Это канал Авиасмотр. Большое спасибо за внимание и до встречи в новых сюжетах.